Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами, любой расклад не передаст все тонкости, перипетии, нюансы в вашей жизни на этой неделе. Но и жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Давайте предположим с вами, как альтернативный вариант развития событий в эту неделю. И я надеюсь, глядя на метафору карт, какую-то свою стратегию, тактику просчитаете. Или пазл какой-то жизненно важный сойдется. И первую карту мы достанем: ближайшее будущее ваше, что важно знать. Или какая сфера жизни для вас будет наиболее актуальна на этой неделе. Итак, львы и львицы, что важно знать с 12 по 18. Чего не избежать, или это у нас неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать. Что же вам будет помогать. Что скрыто. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия, денег. Как карты видят личную жизнь. И достанем карту совет. Что же будет наиболее важно? Работа и деньги, профессиональный успех или реализация ваших планов творческих, если вы занимаетесь. Вообще, как бы для людей творческих, да и, допустим, вы хотите открыть свое личное дело или свой личный бизнес. Вот эта карта тоже об этом может свидетельствовать, потому что нам показан профессионал, который работает в одиночку. Вообще все то, что будет касаться работы и денег, достаточно продуктивно. И я бы даже сказала, есть значение по этой карте, как вы уже на каком-то этапе находитесь своего жизненного пути в плане именно личных амбиций или построения карьеры. И вот этому нужно уделить внимание. Почему? Потому что есть по карте прогресс. Стало быть, я могу предположить, на этой неделе могут быть какие-то предпосылки, когда в каком-то деле проучаствуете, может быть, вас заметят. Или, если личное дело, мы говорим бизнес, творчество, вы тоже можете перевести в какой-то новый формат или развить, или улучшить что-то. По этой карте, знаете, с одной стороны, есть и неспешность вроде бы, есть и уверенность, но есть и такой тонкий момент, когда вы не должны останавливаться на достигнутом. Иными словами, преувеличивать финансы, преувеличивать свои возможности и быть, безусловно, реалистом. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Неожиданности с 12 по 18. Туз жезлов. Это ваша, может быть, решимость или ваша какая-то как идея, которую вы примете. Может быть, это что-то новое. Карта может свидетельствовать о новости, которую вы узнаете, и, исходя из этой новости, тоже принимаете решение. Но это, знаете, как может быть инсайт для творческих людей, что дай-ка я себя попробую в новом деле, где-то все то, что я сказала. Но это будет в контексте идти вот ваши последующие заработки, ваши честолюбивые планы на этой неделе будут наиболее активно проигрываться, как мы говорим. Поэтому уделить внимание как и собственным интересам или уделить внимание тому, что вы хотите создать, или куда вы хотите, может быть, и отправиться, или в какой компании вы хотите работать, или в организации, чем вы хотите заниматься. Здесь могут быть, знаете, как какие-то события, которые вас наталкивают словно принять правильное решение. Вот такое тоже может быть. Но у кого-то и банально просто какая-то новость, которая тоже, тем не менее, как-то на вас воздействует. Вам придется что-то продумывать дальше, потому что туз жезлов – это есть сама по себе активность, но нет пока действий. Поэтому действия будут зависеть от вас, мои дорогие. У кого-то банально приход денег на этой неделе. Или какая-то финансовая ситуация, которая
может открывать новые перспективы. Все же энергия денег – это у нас как раз жезлы. Идем дальше. Что вам может помешать или чему сейчас не время? Не время, может быть, отправляться в дальнюю поездку. Или не время ждать того, что вот как-то само что-то изменится. Или быстро произойдут какие-то очень важные события. Вот приходит новость, и вы можете себе какую-то траекторию наметить. Тогда примите во внимание, события, может быть, будут разворачиваться, перемены будут в вашей жизни, но вот сроки, они могут сдвигаться. И где-то ускорять, все же эта карта еще одновременно скорости, нам говорят, не произойдет что-то быстро. И, кстати, вот эти три карты, если вы наметили для себя построение карьеры, к примеру, и переложите здесь на себя, здесь тоже что-то не произойдет молниеносно. Нужно быть настойчивому, не ожидать какого-то фурора или быстрой смены событий. Или, знаете, как какого-то победоносного шествия, что пусть что-то у вас на этой неделе точно получается. Это как вас могут заметить на работе, одобрить ваш проект, возрастет ваша популярность. Вот это все у кого-то может проиграться. Но в то же время не ожидать и не успокаиваться, что ну все, вот я уже сделал все, что мог, и теперь это будет идти по нарастающей. Как будто вы не можете ослабить хватку. Вам еще придется продумывать детально свои последующие действия и одновременно, как это будет во взаимодействии с окружающими или с обстоятельствами вашей жизни. Что же вам будет помогать? Вдумчивость, продуманный проект какой-то, сбалансирование ваших идей и какой-то реальности, а также уделять внимание вопросам личной жизни и одновременно вопросам денег. Деньги, нам сказали, они есть, но, может быть, это требуется какая-то совершенно новая стратегия, тактика. Для вас может быть также, кто помогает, допустим. И это у нас, если мы берем карту, король кубков, это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеют там асцендент. Возможно, взаимодействие с таким человеком или по этой карте проходят наши близкие. И здесь может быть конкретная какая-то помощь или дельный совет, мои дорогие. Что скрыто, давайте узнаем. Вы знаете, вам нельзя действительно, как с одной стороны, ослабить хватку или думать, что какой-то вопрос решится сам. По принцу мечей, правда и ничего, кроме правды. Вы не можете себя подвергнуть риску, если у вас есть на данный период времени вопросы не закрытые, к примеру, налоговой инспекции, или вопросы не закрытые в судах, какое-то слушание. Это не для всех, но кому-то это важно услышать. И вот вы не можете ослабить свое внимание или понадеяться, что как-то вопрос решится, как-то все встанет по своим местам. По этой карте мы должны быть предельно внимательны. Может быть, не должны согласиться и, так не продумав, подписать какую-то бумагу, какой-то важный документ. По этой карте правда ничего, кроме правды. По этой карте могут быть и люди, кстати, на этой неделе, которые могут вам предложить, как выглядит поначалу возможность, а по факту это дорога в никуда. Поэтому вам придется действительно что-то просчитывать и быть большим реалистом. По этой карте, чтобы не прогадать именно, по этой карте могут проходить и проверяющие. Почему я сказала не рисковать собой. И если подобные проверяющие, вы как-то с ними контактируете, сталкиваетесь, может быть, просто по работе. Когда ничего не предвещало, и вы руководитель, вы, какого-то звена, вы находитесь на рабочем месте, и вдруг кто-то приходит из вышестоящих организаций, или какое-то новое лицо, кстати, приходит. Здесь могут что-то люди, то есть вот если мы говорим, может прийти к вам какой-то человек, допустим, на работу, и выдавать себя отчасти за другого. Я все же вижу, что где-то вдумчивость, ведь по королю, если мы говорим, что вам помогает, это еще проходит интуиция. Поэтому предугадать где-то на пару шагов вперед, что
как какое-то дело может развиваться. Или если вы контактируете с новыми людьми, чего от этого человека можно ожидать. Здесь все же нужно себя сохранять. Что скрыто? Как-то могут потом впоследствии развиваться события, ведь это вот вы сейчас не видите. А в последующем, чтобы не оказаться в тупике. Поэтому будьте прозорливы и внимательны, и одновременно совершенно непроницаемы. Это будет вам во благо. Дело, работа, бизнес. Но вот как-то сложновато. По десятке жезлов это может быть и усталость, это может быть и какая-то многозадачность. И я бы сказала, если вам приглашают вас возглавить какой-то проект или проучаствовать в каком-то деле с учетом вышележащих карт, вам следует просчитать так, чтобы себя, как я сказала, в чем-то обезопасить, как минимум в документах, может быть, не подписывать что-то очень важное. Но ведь на этой неделе мы все разные, у вас может быть какое-то как предложение, или будем называть туз жезлов, иногда проигрывается конкретно как шанс. И тогда вы не должны это упустить. Это тот шанс, который вы можете пока не видеть, думая, что вам это как бы не нужно. Или ожидать какого-то быстрого молниеносного эффекта. Если мы говорим, карта колесницы выпадает, чему сейчас не время. Но не упустить какую-то возможность для вас будет важно, и кому-то придется больше работать. Или это большая какая-то нагрузка. Но, тем не менее, десятка жезлов, жезлы – это деньги. Есть возможность заработать в последующем деньги. Или, выполнив какую-то работу, я уже говорила об этом, обратить на себя внимание, и кто знает, в последующем как-то вам это сыграет в плюс. Вот такой тонкий нюанс, чего-то не упустить, это правда. Что же по деньгам? Вот как раз и могут быть новые способы заработка. Или как новая должность, у кого-то так пройдет. Или ту работу, которую вы выполните на этой неделе, предположим, она для вас как открывает новые перспективы в будущее. И все то, что я говорила, карта шута подтверждает. И одновременно подтверждает, ты собой не рискуй. Ты собой не рискуй, решая какие-то жизненно важные вопросы, которые касаются денег. Это могут быть имущество, это могут быть где-то согласование с чиновниками. Или вот все проверяющие какие-то или контролирующие органы, когда вы подписали какой-либо документ, и это на вас возлагает ответственность в первую очередь, именно финансовую. Может быть, и документ не предусматривает именно финансовой как бы ответственности, но если в последующем как-то развиваются события, мои дорогие, то, к примеру, у нас есть система штрафов, да, и когда даже на работе с нас могут где-то удержать сумму за то, что мы, где-то что-то прошляпили. Вот с одной стороны приходят возможности, но от вас они требуют таких пунктуальных действий, продуманных и одновременно просчитанных и еще на пару шагов вперед. Вы не должны себя как и подвергнуть риску, так и упустить возможность. И где-то карта шута как раз об этом. В личной жизни. Четверка пентаклей, она не говорит о смене событий каких-то. Здесь, скорее всего, будет личная жизнь, как у вас было на предыдущей неделе, то и могу предположить без изменений. Но если мы говорим о паре, если вы человек семейный или просто вы вместе, вот у вас есть какой-то союз, вы еще пока не оформили даже отношения де юре, здесь могут быть как и поддержка любящего человека, или здесь может быть сохранение ваших отношений, и вы будете строить какие-то планы на дальнейшую перспективу, исходя из того, что будет на этой неделе. По этой карте вы вдвоем можете принять решение, что мы будем что-то сохранять. К примеру, если в вашей паре был, это в контексте, был задуман какой-то переезд или поездка, здесь я могу предположить, вы можете тоже пересмотреть сроки. Потому что либо дела требуют что-то завершить, или так вот пунктуально что-то разложить по полочкам, или может быть также, что какие-то вопросы еще не закрыты. У каждого здесь по-своему. Но я не могу сказать, что, повторяюсь,
Как-то вот меняются какие-то перемены на этой неделе в личной жизни. Где-то остается в том же ключе. Но если мы четверку пентаклей рассматриваем в отношении вас, вы будете жадины где-то. Это карта жадины, так я называю. Вы намерены на этой неделе в целом быть рачительными хозяевами. Карта совет. 13-й аркан – это карта трансформации. У вас трансформация, и, в принципе, все то, что я говорила, эта карта тоже подтверждает. Искусство мелких шагов, если мы говорим про карту совет. Не торопитесь, сделали шаг, осмотритесь. Кто рядом с вами? Кто вас готов поддержать? Кто вам может поставить палки в колеса? С другой стороны, этот процесс мы не можем остановить. Что-то вы должны принять как данность, и значит, часть вопросов вам действительно придется решать. По трансформации это всегда Вселенная, высшие силы нам дают и возможности. И значит, увидеть эти возможности в каком-то альтернативно совершенно ином варианте, потому что по 13-му аркану это может что-то приходить как через новость или через предложение, или через ваше какое-то решение. И действовать нужно совершенно другим способом. Здесь какие-то прежние шаблоны или как мотивы поведения, они вам не помогут. Вопрос придется тот или иной решать в новом ключе. Но всегда эта карта, опять же, открывает новые перспективы. Но ведь есть такое значение, мы исследуем непознанную землю без карты. И мы пока идем словно в темноте. Карта трансформации 13-го аркана об этом и говорит. Представьте, что вы посадили зернышко в землю. Я прежде часто приводила этот пример. Он очень хорошо описывает 13-й аркан. И прежде чем маленький росток, который находится внутри этого зернышка, пойдет в рост, оболочка твердая, которая долгое время сохраняла его, вот этот панцирь, должна быть разрушена. И это и есть вот то разрушение, или вот по 13-му аркану та трансформация, когда что-то уже, то, что было или служило нам оплотом каким-то надежным, или как панцирем, да, вот это меняется, это разрушается. Почему и старые какие-то принципы не работают, методы тоже не откликаются, не помогают нам. Но вот этот росток, он должен пробиться к солнцу. И вот этот путь, он еще предстоит. Ведь росточек пробивается к солнышку через темную землю. Вот и вам придется пройти в какой-то темноте, когда вы надеетесь сами на себя. И здесь будет важно не просчитаться. И все то, что я сказала, я уже не повторяюсь. Эта карта подтверждает. Вот такой период жизни, по крайней мере, в неделю есть возможности. Это правда. Но нужно быть, мои дорогие львы и львицы, предельно внимательным. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.